А сейчас, друзья, мы с вами поговорим... Ой, что-то странное. Такого не было никогда. Ой, круги перед глазами. Есть что-нибудь есть что-нибудь? Круги. Круги-то олимпийские. Все нормально, друзья. Если вы вдруг почувствовали такое же недомогание, как я вам сейчас гениально продемонстрировал, срочно в этот же момент набирайте скорую помощь. Потому что только профессиональные, квалифицированные врачи смогут оказать вам медицинскую помощь. И, кстати, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Да. Вопрос. А как быстро обычно скорая помощь приезжает к вам домой? Сколько времени проходит от звонка до выезда бригады? Чем вообще оснащены эти автомобили скорой помощи? И вообще, что из себя представляет скорая экстренная медицинская помощь? Если вы знакомы с жизнью большого города, вас не удивишь постоянными пробками. Тем более, если вы сами являетесь частью этого неизменного вечернего затора. Никуда не денешься, когда красный свет зажжен для всего мегаполиса. Для машины скорой помощи не должно существовать заторов. В самом названии заложена эта составляющая – скорость. А по телефону 03 никогда не услышишь короткие гудки. Никогда не получишь отказ от помощи. 100 тысяч вызовов в день в столице принимают 80 диспетчеров. Кстати, мобильные не поддерживают двухзначные номера. Вы где? В Москве, в области? Где находитесь? С сотовых звоните по телефону 003, 030 или 112. По любому из этих номеров вы свяжетесь с диспетчером. На другом конце провода вам обязательно ответит человек с медицинским образованием. Выяснить, где находится пострадавший, еще полдела. Необходимо определить степень сложности вызова и точно передать бригаде скорой помощи все симптомы. Здравствуйте. Что у вас случилось? Алло, здравствуйте, помогите мне, пожалуйста. Мне очень страшно, у меня живот болит. Кроме того, сотрудник может проконсультировать прямо по телефону. Я беременна, я положу. Врачи объяснят, что делать, пока скорая в пути, и посоветуют, какие действия предпринимать пострадавшему и тем, кто находится рядом. Поехать в роддом. Видимо, ваш срок уже подошел. Значит, сейчас вам как можно меньше резких движений совершать нужно. Скажите, у вас есть дома, кто бы мог вам помочь? В том-то и дело, что никого нет, я одна, и я боюсь, а вдруг я начну сейчас рожать. Сейчас, прежде чем вам лечь, откройте, пожалуйста, дверь для скорой помощи. Я предупрежу, что дверь у вас открыта. Основная задача оперативной службы – не консультация, а направление вызова на ближайшую к месту происшествия подстанцию. Вызов примите, пожалуйста. Женщина, 25 лет, первые роды. Кроме того, нужно передать выезжающей бригаде симптомы и жалобы больного, как бы поставить предварительный диагноз. Сколько времени проходит с момента звонка до выезда бригады? От 20 до 60 секунд требуется диспетчерам, чтобы передать вызов. А через несколько минут врачи уже готовы мчаться на помощь.
Оборудование везде однотипное, так что ждать свою машину вовсе не обязательно. А Оля тем временем дозвонилась до мужа. Теперь он тоже в курсе дел. Немного истории. Прообразом современной кареты скорой помощи действительно была карета. Настоящая, с лошадью. В конце позапрошлого века врачи ездили на них к больным. И только в 1913-м появился первый санитарный автомобиль. Один на всю Москву. Сегодня на каждой подстанции дежурят порядка 20 машин. Чем же должна быть оснащена такая машина? Тут полно потайных отсеков, где есть все, от банального крана с водой до набора кровезамещающей жидкости. В комплекте реанимационной машины обязательно есть дыхательный аппарат и дефибриллятор. Он подзаряжается здесь же, в машине, ведь в скорой обязательно есть розетка на 220 вольт. Дефибриллятор состоит из трансформатора и 2 электродов. Сначала эти электроды заряжаются, накапливая ток, а потом врач разряжает их на груди пациента. Фибрилляция – состояние сердца, при котором отдельные группы его мышечных волокон сокращаются разрозненно и не скоординированно. Это видно на кардиограмме. Сигнал идет неправильный. Разряд электрического тока запускает участок, генерирующий ритмичные импульсы. Кардиограмма вновь становится нормальной. Скорая помощь – это аптека на колесах. В любой машине есть медицинский ящик-укладка с огромным количеством лекарств. Обезболивающие, кровезамещающие, перевязочные средства и так далее. Если нужно будет зафиксировать перелом, врачи воспользуются вакуумным матрасом. Внутри у него поролоновые шарики. После фиксации больного из матраса откачивают воздух. Шарики укладываются максимально плотно, и приспособление схватывает место перелома. Так во время пути в больницу кости не сместятся. Комплектация скорых универсальна, ведь никто не знает, какие сюрпризы ждут по приезду к пострадавшему. Бригада выезжает почти моментально. Водитель сразу же включает мигалку. Олиному мужу в плотном потоке такой скорости не развить. Интересно, а что если представить себе ситуацию, когда против машины скорой помощи выступит настоящая спортивная машина? Окажутся ли медики столь же скоростными, как в городских условиях? Разумеется, на гоночной трассе спортивный автомобиль оставит скорую помощь далеко позади. Сложно ожидать резвости от госпиталя на колесах весом в 3 тонны. Чудо не произойдет. Чудо произойдет, когда эта машина окажется в городе. В часы пик у скорой неоспоримое преимущество. Согласно 17-му пункту 12 статьи Кодекса об административных нарушениях правил дорожного движения, за непредоставление дороги автомобилю со спецразметкой и включенным синим маячком и звуковым сигналом можно лишиться прав на срок до 3 месяцев. Несмотря на то, что водители скорой торопятся как могут и нарушают правила дорожного движения, в случае аварии отвечать придется им. Поэтому скорые едут быстро, но осторожно.
Уже через 10 минут после вызова врачи везли Олю в роддом. Мальчик. Кстати, любителям звонить и делать ложные вызовы скорой помощи рекомендую 10 раз подумать, прежде чем так шутить. Потому что телефонных хулиганов очень быстро вычисляют в другой экстренной службе, которая тоже довольно быстро приезжает по адресу.